Привет, дорогие друзья! Когда встает вопрос, за что еще можно посадить Владимира Зеленского, мы должны помнить похищение судьи Чауса из Молдовы. Я напомню, кто такой судья Чаус. Судья Чаус был судьей Днепровского районного суда города Киева. И его хлопнули 9 августа 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины при получении взятки в 150 тысяч долларов. Взятка должна была прийти от каких-то наркоторговцев. Он, зная, что темой занимается НАБУ, повысил ее со 100 до 150 тысяч долларов. В общем, его взяли. Но фишка в том, что судья Чаус входил в орбиту интересов и в группу Петра Алексеевича Порошенко. Дело в том, что у каждого уважающего себя политика в Украине есть свои судьи, к примеру, которые могут вынести правильное, хорошее решение, ну и так далее. В общем, судья Чаус, ну и, конечно же, эти судьи делятся и все остальное, тут вам объяснять не надо. Вот судья Чаус был порошенковским, а Порошенко на то время был президентом. Несмотря на то, что его поймали на взятке, арестовать его не смогли, Верховная Рада не дала на это разрешение. Запрос о согласии на задержание послали в Верховную Раду. На следующий день после того, как это все случилось, он на работу не пришел, а был вывезен с адреса проживания адвокатом Смирновым. На то время это был просто адвокат Смирнов, крутящийся в мутных вопросах. На сегодняшний день это заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов. Не хухры-мухры. Чауса передали действующим сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины. Руководил операцией по поручению Порошенко генерал-лейтенант Василий Бурба. По его указанию один из сотрудников спрятал Чауса в пригороде Киева. По указанию Бурбы 22 августа в районе отеля «Салют» в городе Киева передал Чауса сотрудникам охраны президента Украины Порошенко. А уже глава охраны президента Порошенко Федоров обеспечил вывоз судьи Чауса с территории Украины. Еще раз повторяю, это все производилось сотрудниками Главного управления разведки под управлением Василя Бурбы. Чауса по левым документам усадили на рейс 22 же августа в аэропорту Жуляны. На борту находился начальник службы безопасности Владимира Плохотнюка Дамир Долин. В этот же период времени сотрудники УДО привезли туда Чауса. И по документам гражданина Республики Молдова, по левым документам, при помощи сотрудников УДО Чаус Николай Алексеевич покинул территорию Украины в сопровождении Дамира Долина. То есть по документам некого Турку Чаус вылетел. Сам же Турку остался на территории Украины. Они там внешне даже немножко похожи. Но Турку и Турку полетели. При прохождении пограничного контроля была команда не особо досматривать и идентифицировать одного из пассажиров. Так, по чужим документам Чаус оказался в Молдове. С лета 2016 года Чаус находился в Молдове нелегально. Его нахождение там курировали определенные криминальные структуры и так далее. В общем, в 2017 году, когда стало известно отечественным журналистам о том, где он находится, и начали об этом говорить, Чаус сдался властям Молдовы. Но был отпущен, и он запросил, реально запросил статус беженца. Санду ему в статусе беженца отказала. У него были суды-пересуды. И вот должен был состояться последний суд, как говорится. Этот последний суд был запланирован у Чауса на конец апреля 2021 года. Но уже 3 марта действующие сотрудники ГУР похитили судью прямо с территории суверенного государства Молдова. Их запечатлели камеры. Это были Куценко Андрей Викторович, 1984 года рождения, Юрий Юрьевич Коваленко, 1986 года рождения, Эдуард Ставицкий, 1981 года рождения, Кузьмак Богдан, Костенко Александр, Солтыс Андрей, Кожушко Роман, Ткач Юрий, Штайко Тарас, Алексей Нечаев, Алексей Сотников, Сергей Гончар, Андрей Бородинов, Иван Федосенко, Михаил Булега, Олег Стадник. То есть целая команда гуровцев была отправлена в Молдову для того, чтобы похитить там человека. Задержание вышло достаточно силовым, потому что там были избиты люди, которые присутствовали. А потом уже на машине дипкорпуса Чауса вывезли с территории Молдовы.
Также документы всех вывозящих есть. Тут смотрите, друзья, какой возникает вопрос. А что там Санду? А что власти Молдовы вообще? В Молдове разразился скандал. Делал заявление министр внутренних дел Молдовы. Это преступление было совершено иностранными гражданами, пересекшими государственную границу. Эти граждане уже покинули страну, пересекли границу с Украиной. У нас также есть записи доказательств на украинском языке. Были арестованы люди, которые причастны были к похищению, а потом все. А потом дело внезапно замялось. Судью подбросили в Украине, его раздели до трусов, выпустили в Винницкой области. Мы внимательно следили тогда за данной ситуацией. В прессе сообщалось, что его встретил староста этого села. Ми встретили старосту в свою очередь. Тільки два слова. О котрій годині ви зустріли пана Чауса сьогодні? Я ж вам пояснюю, що я не був, я не бачив його. А до кого він прийшов? Бо в пресі зараз написано, що це ви його зустріли. Бо це наша сільська рада. А я вже був за 7 кілометрів, я був там копай криниці, я був на криниці. А він не казав, як він тут опинився? Хто його тут висадив? І звідки? Він не висадив, він прийшов сюди. Ну, а звідки він пішов? З Молдавії. Оце він десь ходив, чагарали, бо його бачили точно в посадці, що він йшов. Бо ще сьогодні на роботі обсуждали, каже, якісь ходи, каже, голий по посадці. Ще подумали, що якийсь там дурноватий. Він і тут був, в центрі. Сам цей Чаус? Так. Да? Ходив? Да. А він просив допомогу? Він якийсь як ніби чумний був. Голий, без майки, тільки в шортах. Также вся страна видела, как СБУ отбили у НАБУ этого судью. Почему СБУ? СБУ подчиняется напрямую Зеленскому. И Зеленский, который похитил этого судью для того, чтобы использовать его для уголовного дела в отношении Порошенко, отправил СБУшников отбить судью у НАБУ, которые подчиняются в свою очередь штатам. И напрямую Зеленскому не подчиняются. Тогда они гоняли по городу, но СБУ все-таки выкрали судью успешно. Національне антикорупційне бюро України, прохання зупинитися. Прохання зупинитися. Національне антикорупційне, справа акуратно. А можна за ними заїжджати? Можна за ними заїжджати? Ну попробуем. Попробуем. Все, прошли ворота. Національне антикорупційне бюро. Національне антикорупційне бюро. Ні, я вот. Національне антикорупційне бюро. Провірю. Стойте. Ні, давайте я ваш документ провірю, тоді ми цей. В 23 году без особого пафоса судье дали 10 лет за коррупцию, осудили его и так далее. Но не был не осужден ни один человек, который похищал судью. Ладно, вывозил судью, но и похищал судью. Для чего его выкрал Зеленский? Кто-то подсказал этому полоумному, что у судьи начнутся суды-пересуды, а может быть апелляция отменит какое-то решение. В общем, что Зеленский его не получит. А он нужен был для того, чтобы мочить Порошенко. И вот для этого Зеленский решается на преступление. На преступление и на международный скандал. То есть похитить гражданина с территории чужого государства – это однозначно международный скандал. Они это делают, они на это решаются. А потом со всеми теми, кто начинает говорить и лезть в эту ситуацию, начинают происходить неприятные вещи. Это можно напрямую, не связывать, но на самом деле, интересные совпадения. Дело в том, что данную ситуацию активно освещал Антон Шевцов. Антон Шевцов является бывшим руководителем полиции Винницкой области. Он встречался с судьей Чаусом, он говорил про эту тему. Мы брали интервью с Антоном на эту тему, где он подробно объяснял, как похищался Чаус, да что, да почему. Значит, они по какой-то причине решили то ли выслужиться, то ли показать свою крутость. Они президента Зеленского, уговорили, что они сейчас этого Чауса выкрадут. Я не знаю, какая мотивация. Для меня это, вот если бы я ставлю просто себя на их место, если бы мне кто-то предложил всю эту историю, я бы сказал, ребят, а зачем это делать, если он законно через 2 месяца приедет к нам? Этот вопрос обсуждался. Но не похищение, наверное, а обсуждались варианты, как этого человека доставить
в Украину. У Зеленского существует определенная вражда, да, там, какое-то соперничество с гражданином Порошенко. И всеми силами офис президента пытается накопать определенные материалы для того, чтобы сбить вот эту волну, потому что была упущена стратегическая инициатива, когда Петра Алексеевича нужно было арестовывать и отправлять в тюрьму. Вернемся опять к расследованию Райс Молдова. В их журналистском расследовании достаточно хорошо расписано, как прибывали группы соответствующих людей в Молдову. Что это были за люди? Как минимум 2 из них, как максимум их было больше, являются сотрудниками Главного управления военной разведки. Значит, эти граждане заехали на территорию в Молдавии за определенное время, за неделю до осуществления похищения, сняли гостиницу, пользовались всеми методами конспирации, не допускали обслугу гостиницы к уборке в номерах, взяли нанятые машины, осуществляли слежение за домом и за местами передвижения Чауса. Значит, в частности, 24 марта они прибыли через пункт пропуска Могилев-Подольский Атаки. Пешком перешли мост Дружбы через речку Днестр. Это все изложено в расследовании Райс Молдова. И в дальнейшем я расскажу вам, что установлено правоохранительными органами Молдовы. Значит, мы коснемся только 2 вот этих граждан, которые зафиксированы. А именно Юрий Коваленко, который является сотрудником оперативного отдела спецназа ГУР. Значит, в руках расследователей молдавского следствия имеется паспорт на его имя заграничный, который он предоставлял при пересечении границы. Вместе с ним следовал человек, который использовал документы на имя Эдуарда Ставицкого. Значит, этот человек, это документы прикрытия. Фактически этого человека зовут Андрей Куценко. Он начальник этого подразделения, где служит Юрий Коваленко. Начальник оперативного отдела спецназа ГУР. Значит, этот человек, по моим данным, осуществлял непосредственное руководство спецоперации по вывозу Чауса в Украину. Значит, они жили в одной гостинице, передвигались на одном автомобиле. Кроме того, значит, они осуществляли контакт с военным атташе Украины. Как вы, наверное, знаете или не знаете, я вам поясню. Военный атташе при посольстве – это всегда сотрудник Главного управления разведки. После того, как Чаус был схвачен на улице в Молдове, вывезен из Молдовы, все эти люди покинули в течение нескольких часов через тот же пункт пропуска территорию Молдовы. После этого на Антона заводят уголовное дело по статье «Государственная измена». Все, он государственный изменник. В это дело начинает после моих видео совать нос Нестор Шуфрич. По-хорошему совать нос, потому что он отправляет депутатский запрос, где требует объяснить, являются ли вот эти вот люди, фамилии которых были озвучены в моем ролике, являются ли вот эти факты на самом деле подтвержденными, а вот эти люди сотрудниками Главного управления разведки. Для чего делаются такого рода депутатские запросы? Для того, чтобы не дать этой теме умереть. Потому что остальные честные украинские журналисты внезапно замолчали. Все. Кто-то порешал вопрос. Мы решили не молчать, не поняли тему. И начинаются судебные запреты моей партии. Да? А после этого Нестора Шуфрича садят в тюрьму. Он тоже оказывается государственным изменником. Как же так, а? Суть звинувачення в тому, що я зробив депутатські запити, що треба встановити, чи я це робив, тому що там 2 запити точно не мною підписані. Це я вже однозначно можу сказати. Суть питання по запитам – з'ясування обставин, увага, викрадення Чауса за часів Порошенка. В цьому побачили державну зраду. На сегодняшний день никто так и не дал ответы, кем была инициирована эта спецоперация на территории сопредельного государства. Почему президент Молдовы Санду замолчала внезапно на эту тему? Что сейчас делают правоохранительные органы Молдовы в отношении этой темы, этого беспрецедентного похищения человека на территории другого государства? И самое главное, против кого из окружения Зеленского открыты уголовные дела относительно этого похищения?
Ну, я подскажу, не против кого, но я думаю, что время пришло. И мне кажется, что эту тему следует опять оживлять. Ну, полагаю, что в ближайшее время мы начнем интересоваться уже на международном уровне, как там движется расследование вообще. Мы все, которые получили подозрения в государственных изменах и так далее, не желаем останавливаться и, думаю, будем дальше газовать. Время пришло. Ждите следующих выпусков. Оживила я вашей памяти, а? А все уже как типа забыли. Пока.